Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. И это видео мастер-класс по вязанию сумочки Tote с узором ромбики. По размеру сумочка получается высотой 25 сантиметров и ширина 31 сантиметр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео по вязанию. Материалы для вязания сумки нам понадобятся: полиэфирный шнур толщиной 3 мм, 200 метров цвет номер 1 и по 100 метров цвет номер 2 и 3, крючок номер 4, магнитные кнопочки у меня 2 штуки. Можно также использовать только одну кнопку для застежки. Диаметр кнопки 18 мм. И ручки для сумки деревянные. Длина ручек 50 сантиметров. В описании под видео я оставлю ссылку на Алиэкспресс, где я покупала эти ручки. Начинаем вязание. Берет цвет номер 1 и вяжем донышко сумки. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 28 воздушных петель. Вяжем первый ряд донышком, пропускаем первую петлю, во вторую петельку вяжем столбик без накида. И далее продолжаем, вяжем до конца ряда всего 27 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем и прячем внутри петель следующего ряда. Полиэфирную нить на кончике можно обрабатывать огнем, чтобы она не распускалась. Вяжем следующий ряд. Вводим крючок в первую петельку за полупетлю, вяжем столбик без накида, кончик нити прячем внутри петель и продолжаем, вяжем до конца ряда 27 петель. В следующем ряду мы вяжем уже узор, вводим крючок за 2 полупетельки из 2 предыдущих рядов и вяжем столбики без накида. Так продолжаем до конца ряда 27 петель.
Продолжаем. Теперь все ряды вяжем одинаково. Вводим крючок за 2 полупетельки из 2 предыдущих рядов и вяжем столбиками без накида по 27 петель в каждом ряду. Теперь мы можем продолжить с вами вязать самостоятельно. Обратите внимание, что вот так у нас будет выглядеть рисунок петель. Вот это у нас будет внешняя сторона. Сразу после первого ряда у нас идут полосочки, и далее после каждого ряда у нас идут горизонтальные короткие полоски. Мы закончили вязание донышка сумки. Давайте посмотрим. Вот это у меня внешняя сторона донышка, и здесь сразу после первого ряда идет рисунок петель поперечный. По нему мы считаем, у нас должно получиться 10 рядов. С внутренней стороны у нас немножко отличается рисунок. Здесь после первого ряда у нас нет полосочек, только начиная со второго ряда они появляются. И если мы по ним будем считать, то у нас будет 9 рядов. Давайте измерим наше донышко. Получается длина 24 сантиметра и ширина 11 сантиметров. Далее мы расставляем маркеры на прибавки. От начала ряда отсчитываем 8 петель. Затем на следующую петлю ставим маркер. Далее отсчитываем 9 петель. Второй маркер. 8 петель до конца этого участка. Затем переходим на другую сторону. Далее переходим на другую сторону. Здесь у нас было 10 петель. На первую петельку ставим маркер. Затем отсчитываем 3 петли. Следующий маркер. Затем 4 петли. И на последней угловой петельке тоже стоит маркер. Переходим на другую сторону. Она у нас точно такая же, как противоположная длинная сторона. Вначале отсчитываем 8, затем маркер, 9, маркер, 8. Переходим на другую сторону. На первую петельку ставим маркер, затем 4 петли, маркер, затем 3 петли и на последнюю петельку тоже ставим маркер. Итого получается, мы расставили 10 маркеров. Будем делать 10 прибавок. Сейчас по окружности у нас 74 петли, будет 84. Теперь начинаем вязание стенок сумки. Начнем мы в другом месте, поэтому нам нужно закрыть эту петлю. Закрываем эту петельку и переносим начало вязания на боковую сторону. Мы начнем с вами вот отсюда, из середины, с этого маркера. Здесь у нас будет прибавка, но вначале мы вяжем одну петлю. Провязываем первую петельку, она у нас идет как воздушная петля. И затем вяжем далее 4 столбика без накида. Теперь вот сюда, в последнюю петельку, мы вяжем прибавку. 2 петли в одно основание. Переходим на другую сторону. Здесь у нас было 8 петель. Провязываем 8 столбиков без накида.
Далее делаем прибавку 2 петли в одно основание. Далее мы вяжем 9 столбиков без накида. Снова делаем прибавку 2 петли в одно основание. И продолжаем до конца этого участка, вяжем 8 петель. Теперь в первую угловую петлю провязываем прибавку. И затем 3 столбика без накида. Далее вяжем прибавку. И затем 4 столбика без накида. Теперь в угловую петлю тоже делаем прибавку. Переходим на другую сторону. Здесь вяжем 8 петель. Далее делаем прибавку. Продолжаем 9 петель. Далее вяжем прибавку. И оставшиеся 8 петель. Теперь в первую угловую петельку вяжем прибавку. Затем у нас осталось 4 столбика без накида. И вводим крючок в первую петлю, провязываем к ней пару. И так у нас здесь тоже образуется прибавка. Закрываем этот ряд, вводим крючок на изнаночную сторону. Делаем воздушную петлю. Затем вводим крючок ровно под местом соединения в середину петли галочки. Вытягиваем петельку наружу и провязываем заднюю петлю через переднюю. Теперь продолжаем. Вводим крючок в середину петель и вяжем столбиками без накида. Сейчас у нас по окружности 84 петли. Мы больше не делаем никаких прибавок. Провязываем 84 столбика без накида до конца ряда.
Закончили, связали второй ряд стенок сумки. Закрываем этот ряд точно так же, как предыдущий. И продолжаем опять вяжем узором галочки точно так же 84 петли. Итак, мы с вами продолжаем вязать еще 2 ряда цветом номер 1. Всего у нас должно быть 4 ряда стенок сумки. Итак, мы закончили, связали 4 ряда стенок сумки. Давайте посчитаем: 1, 2, 3, 4. И теперь нам нужно закрыть этот ряд, и далее мы будем вязать уже с вами другим цветом пряжи. Заводим петельку на изнаночную сторону. И вот здесь нам нужно будет отступить один шаг, одну петлю назад, для того, чтобы у нас узор шел симметрично, ровно посередине боковинки сумки. Вводим крючок на одну петельку назад, в середину галочки, и берем следующий цвет пряжи, у меня это оранжевый. Далее мы будем вязать уже этим цветом пряжи. Вывязываем первую петельку, оставляем короткий кончик. При этом нитку цвета номер 1 мы не отрезаем, она у нас просто остается свободно висеть позади работы. Итак, первая петелька у нас идет как воздушная петля. Далее мы вяжем узор. При этом ниточку придерживаем, прячем внутри петелек. Вводим крючок на один ряд ниже. И вяжем длинную петельку, столбик без накида. Теперь продолжаем. Следующую петлю вяжем еще ниже на один ряд. И провязываем тоже столбик без накида. При необходимости можно петельку слегка выровнять. И теперь самая низкая петля, она у нас идет на уровне первого ряда. Провязали. Теперь мы будем поднимать петли наоборот. Вводим крючок на один ряд выше. Вяжем следующую петлю. Затем еще на один ряд выше. И это у нас будет последняя петелька в раппорте узора. Всего узор состоит из 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее мы будем повторять этот узор. Начинаем с обычного столбика без накида. Вводим крючок в петельку самого верхнего ряда. Вяжем столбик без накида, затем опускаемся на один ряд ниже, вторая петля. Еще на один ряд ниже, третья петля. Самая низкая, четвертая петля. Теперь поднимаемся на один ряд выше, пятая петля. И еще на один ряд выше, шестая петля. И вот у нас готов второй раппорт узора. И далее продолжаем. Вяжем следующий раппорт узора.
Теперь мы можем с вами продолжить самостоятельно до конца ряда. И всего у нас должно получиться таких 14 раппортов узора. Заканчиваем. Связали по кругу 14 раппортов. Получается на боковых сторонах по 2 раппорта и на передней и задней стенке по 5 раппортов узора. Закрываем ряд. Продолжаем, вяжем опять этим же цветом. Теперь мы вяжем уже просто обычный ряд столбиками без накида. Уводим крючок в середину петли и провязываем столбики без накида. И вот так мы с вами продолжаем вяжем полностью по кругу до конца ряда 84 петли. Закончили, связали следующий ряд. Закрываем этот ряд и продолжаем вязать также обычными столбиками без накида. Итак, мы с вами продолжаем, вяжем по кругу до конца этого ряда, и всего нам нужно связать таких 4 ряда. Закончили, связали 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Закрываем этот ряд, и далее мы будем опять менять цвет пряжи. У меня это цвет белый. На изнаночной стороне делаем воздушную петельку новым цветом пряжи. И здесь у нас узор немножко меняется. Мы начинаем сразу с самой нижней петельки. Уводим крючок на 3 ряда ниже и вытягиваем длинную петлю. Провязываем заднюю петельку через переднюю, вот так. Теперь кончик нити придерживаем, вводим крючок на одну петельку выше, вяжем следующий столбик без накида, затем еще на один ряд выше, провязываем следующую петельку. Теперь вяжем обычную петлю. Далее мы продолжаем, вяжем уже наш обычный раппорт узора на один ряд ниже, затем еще на один ряд ниже, следующая петля. И далее самая низко расположенная петелька в раппорте узора, провязываем ее
Затем поднимаемся, вяжем на один ряд выше. И последняя петелька в узоре еще на один ряд выше. Итого здесь у нас вот получается, как обычный раппорт, 6 петель. И далее вот так мы с вами продолжаем вязать раппорты узора по 6 петель. Давайте свяжем еще один раппорт вместе и далее уже самостоятельно продолжим. Итак, далее мы с вами продолжаем самостоятельно до конца ряда. Заканчиваем. Вот такой узор у нас получается. И вот здесь нам нужно с вами довязать этот раппорт. Для этого мы его логически провязываем, петли, которые не достают к нему. Получается, это 2 петельки последние. Вот так у нас теперь выглядит законченный раппорт узора. Закрываем этот ряд. И далее мы с вами точно так же, как предыдущим цветом, продолжаем вязать следующий ряд обычными столбиками без накида. Закончили, связали этот ряд. И теперь закрываем ряд и продолжаем вязать. Вяжем еще 3 ряда. Просто столбиками без накида, узором галочки. Итого, получается, мы провязываем обычным узором 4 ряда вместе вот с первым. Мы закончили, связали 4 ряда обычным узором. Опять меняем цвет пряжи. И теперь вот эта нитка, которая у меня осталась от цвета номер 1, желтый, я ее просто поднимаю наверх и продолжаю вязать ею. На изнаночной стороне делаю воздушную петельку этим цветом и продолжаю вязать. Теперь у нас точно так же, как мы вязали оранжевым цветом, начинаем с самой верхней точки узор и вяжем полный раппорт 6 петель. Точно так же, как мы с вами вязали оранжевым цветом, продолжаем по кругу. 14 раппортов узора и затем вверх еще 4 ряда обычным узором. Заканчивается у меня первый моток желтого цвета. Как вы помните, у меня их было 2 мотка. И мне нужно присоединить нитку из второго мотка. Для этого я кончики нитей
поджигаю, они слегка расплавливаются, и затем быстро присоединяю их друг к другу, подкручиваю, и получается, что нитки припаиваются друг к другу плотно. Теперь у нас ниточка не распустится, и мы можем продолжить вязание. Единственное, что желательно спрятать именно вот этот стык внутри петель с изнаночной стороны. Закончили, связали узор и затем еще 4 ряда желтым цветом. Опять меняем цвет пряжи. Далее у меня идет оранжевый цвет. И я делаю на изнаночной стороне одну петельку цвет оранжевый. И затем вяжем наш узор. Опять смотрим по рисунку, что нам нужно начать с самой нижней точки. Затем я вытягиваю заднюю петельку через переднюю и довязываю этот раппорт, поднимаюсь выше, следующая петля. И последняя петелька в раппорте еще выше. И далее уже вяжу целые раппорты по 6 петель. Точно так же, как мы с вами вязали белым цветом, провязываем оранжевым цветом по кругу 14 раппортов. И затем вверх еще 4 ряда обычным узором. Итак, продолжаем самостоятельно. Вяжем в высоту, затем еще 4 ряда. Заканчиваем. Опять меняем цвет пряжи. Далее у меня идет цвет белый. На изнаночной стороне делаю воздушную петельку этим цветом. И затем вяжем раппорты узора, начиная с верхней точки. И точно так же, как мы с вами вязали желтым цветом, вяжем узор до конца ряда и затем еще 4 ряда. Заканчиваем. Связали белым цветом узор и 4 ряда. И далее у нас уже пойдет последний участок. Мы его вяжем желтым цветом. Делаем на изнаночной стороне воздушную петельку этим цветом и затем вяжем наш узор, начиная с нижней точки.
Продолжаем вяжем наш узор до конца ряда и затем в высоту еще 5 рядов обычным узором. Заканчиваем. Обратите внимание, здесь я связала узор и затем 5 рядов. Далее закрываем этот ряд и вяжем последний ряд соединительными столбиками. На изнаночной стороне придерживаем нитку и вводим крючок в середину петельки, затем провязываем соединительный столбик, затем вводим крючок под следующие стежки и провязываем тоже соединительные столбики. Так продолжаем, вяжем до конца ряда. Закончили вязание последнего ряда. И теперь мы можем отрезать кончик нити. Затем закрываем последнюю петельку и прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Далее нам нужно обвязать кольца на ручках сумки. Вводим крючок в колечко, оставляем короткий кончик, делаем одну воздушную петельку и затем провязываем 8 столбиков без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель. Давайте посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оставляем кончик нити примерно 20 сантиметров. Затем я беру иголочку, это специальная пластиковая игла для пряжи, и с помощью иглы прячу кончик нити внутри петелек. Точно так же мы обвязываем оставшиеся 3 колечка.
Пришиваем колечки к сумке. Для этого складываем сумку ровно пополам. Пришивать будем прозрачной мононитью. Это такая тонкая нейлоновая нить, как леска. Отмеряем от края примерно 7 сантиметров. И далее пришиваем вручную короткими стежками все 4 колечка. Далее пришиваем магнитные кнопочки. Для этого тоже используем прозрачную мононить. У меня 2 кнопочки, я прикладываю их сверху сумки за ручками и тоже пришиваю вручную. Итак, готово. Я пришила обе кнопочки. И вот так выглядит сумочка теперь. Также я пришью подкладку для этой сумочки. Видео по пошиву подкладки вы можете посмотреть в отдельном мастер-классе. Описание оставлю под видео. И вот моя сумочка полностью готова. Также я пришила подкладку в сумку. Даже если у вас нет швейной машинки, подкладку сшить можно очень легко, вручную. Обязательно посмотрите отдельный видео мастер-класс, как сшить подкладку для такого типа сумки. Давайте измеряем нашу сумочку. Высота получается 25 сантиметров и ширина 31 сантиметр. Надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Обязательно делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!